Распространяя свое влияние все дальше на юг Италии, Рим спровоцировал конфликт с большим торговым городом Тарентом, основанным греками-колонистами. Тарентийцы впервые столкнулись с легионерами, поэтому, когда римляне разбили их ополчение, совет города обратился за помощью к Пиру Эпирскому. Заручившись поддержкой со стороны эллинистических царей Египта и Македонии, Пир согласился помочь Таренту. В 280 году до нашей эры его войска переправились в Италию. Армия Пира состояла из эпирских отрядов пехоты и конницы, 20 слонов, греческой наемной пехоты, италийских греков, включая ополчение Тарента, и союзной самнитской пехоты. Римляне, не знавшие ранее поражений в войнах с самнитами, этрусками и галлами, вначале не испытывали страха перед армией Пира, но были разбиты во время переправы через реку Сирис возле Гераклеи. Сражаясь с обычным упорством, римляне ничего не смогли противостоять боевым слонам. От окончательного разгрома их спасла нерешительность Пира, который перед наступлением ночи отказался форсировать реку и преследовать римлян. Поражение римлян при Гераклее изменило ситуацию на юге Италии. Кратон выразил покорность Пиру, а локры выдали ему римский гарнизон. Стремясь максимально использовать результат победы, эпирский царь через кампанию двинулся на Рим. Не встречая сопротивления, он подошел к городу, остановившись в нескольких десятках километров от него. Однако в тылу у него Левин пополнил разбитые при Гераклее войска, а Капуя и Неаполь остались верны Риму. Сам Рим готовился к обороне. В таких условиях штурм городских стен Рима был очень рискованным, и Пир повернул назад. Царь решил вступить в переговоры, для чего отправил в Рим своего умелого переговорщика Кинея, бывшего ученика Демосфена. Тот старался богатыми дарами расположить в свою пользу влиятельных сенаторов, но не добился заметного прогресса в переговорах. Якобы в те времена в Риме бытовала неподкупность. Пир предлагал римлянам заключить мир с Тарентом, гарантировать автономию греческим городам и вернуть то, что они захватили у самнитов, луканов и брутии. На этих условиях царь готов был прекратить войну и вернуть пленных. Хотя подарки Пира были отклонены, его предложения подверглись серьезному обсуждению в Сенате, где образовалась группа сторонников мира. Но тут влиятельный престарелый сенатор Апий Клавдий произнес свою гневную речь. «До сих пор, — воскликнул он, — я сожалел о потере зрения. Теперь же я желал бы еще стать и глухим, чтобы не слышать недостойных слов из-за вашего малодушия. Вы хвастались, что разобьете в прах великого Александра, если бы он пришел в Италию. А теперь трепещете перед Пиром, который всю свою жизнь лишь мечтал быть одним из телохранителей Александра». В результате консулы объявили послам, что мирные переговоры могут быть начаты только после того, как Пир удалится из Италии. Царь не принял предложение римлян. Поскольку положение его посреди неприятельской страны осложнялось, он возвратился в Тарент на зимние квартиры. А римским послам он заявил: «Я пришел не для того, чтобы заниматься торговлей. Решим наш спор на поле битвы. Что же касается ваших пленных, то возьмите их как мой подарок». После этого Пир с удвоенной энергией начал готовиться к новой кампании. Для окончательной победы над Римом ему была нужна намного большая армия. Ради этого он не побоялся испортить отношения с тарентийцами, которые пригласили его в Италию. Пир решил обучить сражаться всех молодых мужчин Тарента. Это вызвало недовольство среди жителей, однако оно не вылилось в открытый бунт, ведь в городе находился сильный эпирский гарнизон. Из тарентийцев был собран большой пехотный корпус, получивший название «Белых щитов». Не меньшую роль в будущей битве царь отводил отрядам италиков, самнитам и луканам, хотя их вооружение было относительно слабым. Пир приучал италиков сражаться отдельными отрядами, так, чтобы они поддерживали друг друга. Армия стала более маневренной, благодаря этому разгром одного подразделения мог быть компенсирован действиями соседних отрядов. В свою очередь римляне собрали под свои знамена многие племена родственных латинов, а также вольсков, сабинов, умбров, френтанов и кампанцев. Этрурию от ударов в спину своим поработителям удержало лишь наличие в их городах римских гарнизонов. В 279 году до нашей эры ареной военных действий стала Апулия. Теперь войско Пира было намного больше прошлогоднего и более многонациональным. Пир действовал более осмотрительно, стараясь не утратить связь с тылом. В Апулии царь застал обе римские армии. В 279 году консулами были избраны Публий Сульпиций Саверион и Публий Дений Мус. О маневрах, предшествующих сражению, нам ничего не известно. Летом обе армии располагались вблизи города Аускул в западной части Апулии, на краю Апеннинских гор. Очевидно, равнинная Апулия была уже в руках Пира. Римляне в этот момент пытались перекрыть дорогу во внутренние области Самнии. Некоторое время армии стояли друг напротив друга. И римляне потеряли самоуверенность, ведь они были напуганы прошлой неудачей. На этот раз эпироты проявили большую активность, чем противник. Именно Пир начал бой.
Армия римлян насчитывала 40 тысяч кавалерии и пехоты, а также 300 устройств противобоевых слонов. После битвы при Гераклее, в которой боевые слоны обратили в бегство римлян, легионы были оснащены воспламеняющимся оружием. Проигравшие в прошлогоднюю битву под Гераклеем 8 легионов были пополнены, а зимой набраны еще 2 легиона. Таким образом, в битве должно было участвовать 10 римских легионов. В отличие от римлян, эпироты в армии Пира были меньшинством. Источники обычно называют цифру в 16 тысяч эпиротов, привезенных с Балкан. Общую численность армии можно считать приблизительно равными, по 40 тысяч воинов в каждой. Рядом с лагерями протекала река, берега которой кое-где были топкими, кое-где лесистыми. Далее простиралось относительно ровное широкое поле. В первый день битвы римляне не стали дожидаться разворачивания армии врага и атаковали его авангард прямо на марше. В то же время их основные силы с фланга нанесли удар по дороге, по которой двигался главный корпус Пира, а кавалерия Пира и слоны не успели вступить в бой из-за сложного рельефа местности. Эпирские войска были вынуждены принять бой на топких берегах реки. Первый день сражения был похож на битву при Гераклее, лишь с обратным распределением ролей. Фессалийская конница застряла по пути к линии боя из-за болотистой почвы и оказалась под обстрелом римских легко вооруженных отрядов, занявших позицию на одном из участков высокого берега. В этом бою войско Пира понесло немалые потери и было вынуждено ночевать прямо на поле боя. Но противнику так и не удалось сбросить союзников в воду. Армия союзников показала свою сплоченность и устойчивость. Далеко не все пирские подразделения участвовали в схватке первого дня, и Пир не считал свое положение проигрышным. Вечером римские отряды отошли к своему лагерю. Консулы не рискнули остаться на ночь рядом с вражескими отрядами. Это было на руку Пиру. Еще до рассвета самые мобильные его части заняли высоты, господствующие над дорогой. Следом за ними были выдвинуты основные силы, так что утром на равнине перед римским лагерем находилась уже вся союзная армия. Консулы тоже поспешили строить войска для сражения. Римские легионы строились по национальному признаку, а Пир расположил отряды различных племен вперемешку. Связующим звеном этого смешанного строя были подразделения пирских и греческих щитоносцев. На флангах расположились конные отряды, причем нет сведений, где именно находился Пир со своей конницей и на каком крыле были расположены слоны. Вероятно, это было правое крыло по античной традиции. Бой начался с схваткой легко вооруженных воинов, которая была недолгой, поскольку римляне тут же атаковали фалангу противника. Они стремились одержать победу в центре, до того, как Пир успеет ввести в дело конницу и слонов. Сражение сразу приобрело ожесточенный характер. Израсходовав пилумы, легионеры мечами сражались против сарис, волнами накатываясь на союзную армию. Эпирские сарисофоры наносили большой урон принципам и гастатам, пытавшимся вплотную приблизиться к противнику. Шаткое равновесие в упорном бою было нарушено появлением слонов. Пир не сразу пустил их в бой. Слонов он окружил большим количеством метателей дротиков и стрелков из лука. Римляне соорудили против слонов колесницы, снабженные длинными железными остриями. Ими управляли солдаты, вооруженные зажигательными метательными снарядами. Вначале это дало определенный эффект, сдержав натиск слонов и убив нескольких животных. Но вскоре легкая пехота эпиротов захватила эти колесницы, перебив их экипаж. Рядом со слонами также находились конные отряды. Как и при Гераклее, они опрокинули пытавшуюся оказать сопротивление римскую конницу. После этого атаковали пехотный строй римлян. Сражение вступило в решающую фазу. Якобы сам Пир встал в ряды пехотинцев, и именно на том участке, где он сражался, эпироты стали теснить врага. Сильное давление на пехоту противника оказывали слоны, которые казались римлянам стихийным бедствием. Они были неуязвимы для дальнобойного оружия, а смельчаки, пытавшиеся подобраться к ним вплотную, гибли. Правда, в историю вошел римлянин, нанесший слону первое увечье. Это был гастат 4-го легиона Гай Нумиций. Он мечом отрубил хобот у одного из животных. Однако это не помогло римскому войску. Когда эпирская конница одолела противостоящие ей на флангах римские конные отряды и ударила в тыл врага, вся римская армия обратилась в бегство. Однако разгром римлян был неполным. Их лагерь находился рядом с полем боя и был расположен на высотах. Пир не рискнул направить на штурм лагеря свои войска, утомленные двухдневным сражением. Ведь, как известно, атакующие хорошо укрепленного врага несут большие потери. Возможно, на нерешительность Пира повлияло его ранение дротиком в руку. Ближе к вечеру эпирскую армию потревожило сообщение о неприятеле, оказавшемся у нее в тылу. Отряд племени Арпанов атаковал лагерь Пира. С ним легко справились несколько элитных подразделений фалангитов, которых отправил царь.
После традиционного сбора брошенных доспехов врага и захоронения убитых, союзные войска покинули поле боя, вернувшись в свой лагерь. Победа над римлянами снова далась отнюдь нелегко. Иероним Карский сообщает, что в записках Пира была отмечена гибель его 3500 солдат и 6000 легионеров, но эти цифры, скорее всего, не учитывают потери союзников, которые в обеих армиях были не меньшими. Главное, что у Пира вновь погибли одни из лучших солдат и офицеров. Победы над Римом давались слишком дорогой ценой. Отсюда и пошла крылатая фраза «Пирова победа». Царь Пир сказал тогда: «Если мы одержим еще одну такую победу над римлянами, то окончательно погибнем». По данным Плутарха, погибла большая часть войска, которую Пир привез с собой, и почти все его полководцы. Других воинов, которых можно было бы вызвать в Италии, у него уже не было. После Аускула активные военные действия прекратились. Вскоре к эпирскому царю начали прибывать делегации сицилийских греков. В Сиракузах тогда сменяли друг друга тираны, там шла кровавая гражданская война, в которую вмешивались мамертинцы и картагеняне. Однако царь Пир оставался в Италии еще почти год. Весной следующего года противоборствующие армии опять стояли друг напротив друга в Апулии. Пир вновь вступил в переговоры с Римом. В Сенат снова был направлен Киней с подарками. Но в ответ Пир опять якобы получил горделивое предложение удалиться из Италии. В правдивости такого ответа можно усомниться, ведь империи переписывают свою историю так, как это им выгодно. Скорее всего, какое-то соглашение о мире все же было достигнуто, иначе Пир не смог бы проигнорировать наличие оставшихся у Рима военных сил, свободно готовиться к походу в Сицилию и распределить контролируемые в Италии территории между своими наместниками. Оставшиеся в Италии отряды были достаточно сильны. Сам же Пир отправился на помощь сицилийским грекам, взяв с собой 8000 пехотинцев и всех слонов. Пир уверял своих итальянских союзников, что наступление римлян не последует. Может быть, он в самом деле так думал. Но римляне оказались весьма вероломными врагами. Используя отсутствие Пира, осенью 278 года они начали наступление в Лукании. Возвращение консулами пленных тарентийцев не могло компенсировать отплытие царя, так что итальянские союзники Пира были очень им недовольны. Тем временем Пир в Сицилии выбил карфагенян из всех укрепленных пунктов. Он мог бы стать правителем всего острова, но его высокомерие и денежные поборы заставили жителей заключить союз с Карфагеном уже против него самого. Переправившись в Сицилию, Пир совершил стратегическую ошибку, повлиявшую на историю всего античного мира. Если бы он закрепился в Италии и добился мира с римлянами на своих условиях, то обширная римская экспансия могла бы не состояться. Покинувший Италию, Пир позволил Риму перехватить инициативу в войне и принудить к капитуляции Тарент. Через некоторое время римские войска вторглись уже на территории самой Греции.